Граф Дракула, король демонов, некогда обладавший огромной демонической силой, который стремится держать людей этой земли в тисках ужаса. Раз за разом на протяжении всей истории Дракула терпел поражение от семьи Бельмонтов, охотников на вампиров, которые принесли мир на эту землю. Прошло 100 лет со дня гибели Дракулы, и когда страх перед ним исчез, он вновь восстал вместе со своим замком, чтобы сеять зло по всей стране. Жил-был на свете один охотник по имени Кристофер Бельмонт. Он был из рода славного, древнего, с хлыстом, крестами и вечной ненавистью к вампирам. Но был у него один огромный недостаток. Он бежал так медленно, что когда Дракула чихал, Кристофер только начинал разворачиваться. Да, друзья мои, это была та самая печальная история. Castlevania The Adventure для Game Boy. О ней помнили как о кошмаре, который снился после плохой пьяной вечеринки. И все думали, ну что ж, видно, судьба у Кристофера быть героем в замедленной съемке. Но однажды, в далеком 2009 году, когда звезды встали в правильный порядок, а М2, это такие волшебники с ноутбуками и очками, решили, а давайте-ка мы не просто починим, а ускорим этого парня. Началась сказка. Они взяли старого, уставшего, медлительного Кристофера и потрясли его, как вонючую тряпку. И что вы думаете? Внутри оказался настоящий герой. Проворный, ловкий, с прыжками, как у кенгуру после энергетика. Он больше не полз, как улитка с артритом. Он летел по замку, как ветер в погоне за справедливостью. И вот, друзья, началось настоящее чудо. Кристофер вдруг вспомнил, что у Бельмонтов есть дополнительное оружие — кинжалы. Святая вода. Кресты-бумеранги. А еще, о чудо из чудес, его хлыст научился стрелять огненными шарами. Теперь он не просто убийца вампиров, а по сути огненный волшебник с кожаным ремнем. Замок Дракулы решил, а почему бы мне не стать красивее? И стал. В 16-битных красках. С лабиринтами, как в историях про Минотавра. С пыточными механизмами, которые щелкали, будто старые часы. И с дверями, за которыми может быть сокровище, а может просто еще одна ловушка. Но разве это не часть приключения? А монстры, о, монстры! Гигантские глаза выпадали из статуи, словно конфеты из разбитой пиньяты. Рыбоподобные мурлоки плавали в тенях и пугали своим буль-буль. Старые знакомые монстры выглядели чуть обновленными, будто сами побывали у парикмахера. А боссы? Тут был и глаз. И желе. И гид.
и даже гигантская летучая мышь, которая, честно говоря, просто хотела спокойно повисеть и никого не трогать. Но Кристофер сказал: «Прости, красотка, это моя работа», и дал ей по шапке хлыстом. Музыка играла так, будто ее сочинил ангел, который обожает металл и какао. Каждый трек как объятие от мамы после долгого дня. Теплый, уютный, но с намеком на то, что где-то впереди босс, и он не шутит. И знаешь, что самое волшебное? Теперь в замке полно секретов. В одной комнате таинственные коридоры с ключами, спрятанными за таинственными дверцами. В другой — механизмы, как будто сами пытались избежать от Дракулы. Только вот лазить по веревкам Кристофер все еще не умеет. Ну, нельзя же быть абсолютно идеальным, правда? И вот в один прекрасный день Кристофер Бельмонт, бывший когда-то самым медленным героем в истории, встал перед Дракулой и сказал: «Я не та версия, которую ты помнишь. Я Реберс. Я Возрождение». И победил. Не потому, что стал сильнее, а потому, что стал лучше. Как будто кто-то взял старую потрепавшуюся книжку, переписал ее с новыми иллюстрациями и вернул в руки тому, кто всегда в нее верил. Так что если когда-нибудь найдешь эту игру, не бойся, включи, посмотри, как бежит Кристофер, послушай, как играет музыка, и улыбнись. Ведь первая история на геймбое была больше похожа на испытание терпения, чем на сказку. Но Реберс стал настоящим возвращением. Он напоминал встречу со старым другом, который повзрослел, похорошел и теперь снова зовет тебя в приключения. Да, нового здесь мало, но иногда и не нужно нового, ведь старая добрая сказка, рассказанная правильно, все равно грежет сердце. Когда пыль улеглась, Кристофер стоял гордо. Зловещий замысел графа Дракулы был сорван одним охотником на вампиров. В Трансильванию вернулся мир. Так родилась новая легенда в истории семьи Бельмонт, о которой будут говорить многие поколения, но она не будет последней.